Всем привет! Разберем сегодня вот такой вот узор. Он подойдет для пуловеров, кардиганов, в общем, для любых изделий, которые вы решите связать с ним. К нему идет схема. В схеме указаны лицевые ряды. Всего в раппорте 14 петель. Пустые клетки — это нет петли. Есть указано, что из одной вывязываем 7. Я потом покажу. И первый ряд я не провязываю, потому что здесь одни лицевые, как бы. Я начинаю с третьего ряда и буду вязать от не сам раппорт, а от начала и до конца узора, схемы вернее. Вот. Покажу, почему я здесь вывязываю 4, потому что идет половина всего лишь узора. Вот. Все остальное видео. Значит, я набрала 31 петлю. Это вместе с половинками идет. Значит, третий ряд вяжем 1 кромочная, затем из одной вяжем 4 петли, лицевая, накид, лицевая, накид. Провязываем 13 петель лицевых, провязываем. Из одной вывязываем 7, лицевая, накид, лицевая 3, 4, 5, 6 и 7. Затем снова 13 лицевых. И из одной вывязываем 4. Первая лицевая вяжется, затем накид, лицевая, накид и кромочная, изнаночной. Чтобы не было дырки, сейчас покажу. Я в изнаночном ряду эти 4 петли, первую особенно, которая остается накидом, я ее провязываю скрещенной, за заднюю стенку поддеваю и провязываю изнаночной. И 4 просто изнаночной. Весь ряд идет изнаночный. Здесь так до конца ряда. Эти 7 петель провязываются все полностью изнаночными. Так. И здесь тоже мы 4 петли. Первая петля идет накидом, поэтому я провязываю ее скрещенной. Поддеваю за нижнюю стенку и провязываю изнаночной. Так, пятый ряд. Пятый ряд у нас начинается первая кромочная, затем 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе накид, 2 лицевых,
2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 3 лицевых, так, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 2 лицевых и изнаночная, вернее кромочная изнаночной петлей. Изнаночный ряд провязываем все изнаночными петлями до конца ряда. Следующий ряд у нас 7. Вяжем кромочная. Первая идет лицевая, затем 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе, лицевая и кромочная. Следующий изнаночный ряд. Здесь все петли изнаночные, накиды тоже изнаночные. Вяжем до конца ряда. Девятый ряд. Первая кромочная, затем 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая,
2 вместе, 2 лицевых накид, 2 вместе, и здесь идет 3 вместе нужно провязать. Первую петлю разворачиваем, переносим на правую спицу, провязываем 2 вместе лицевой и продеваем через снятую петлю накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, 2 вместе, 1 лицевая, 2 вместе, 2 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе и кромочная. Изнаночный ряд. Все петли идут изнаночные. Так, 11 ряд, кромочная, 1 лицевая, 2 вместе, накид, 3 лицевых. Здесь мы уже не провязываем, просто лицевыми идем петлями, 3 лицевых, накид, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, накид, 9 петель лицевых. Накид, 2 вместе, лицевая, кромочная. Изнаночный ряд, изнаночные петли. Следующий ряд 13. Две вместе, накид, 11 петель лицевых, накид, 3 вместе, переснимаем петлю на правую спицу, 2 петли провязываем лицевой, продеваем через снятую, накид, 11 лицевых, накид, 2 вместе и кромочная. Такой получается узор. Он идет в шахматном порядке. Вот. Начинается он
с первого, но первый полностью весь лицевой, поэтому сам узор идет с третьего. Если вы будете повторять, начиная после 25-го, то начинайте с третьего ряда. Первый ряд вы уже не провязываете, это для, как начинаете вязать. Вот. Дальше она меняет местами, идет в шахматном порядке. Вяжите, пробуйте. Если непонятно, пишите комментарии, спрашивайте. Спасибо за внимание.